Ребят, всем здорово! Сегодня у нас на обзоре The North Face бренд, первый раз у нас на канале, в простонародье, как вы понимаете, просто TNF, модель Back to Berkeley Redux LTR версия. Вот следующая бирка, и вот такой вот дядька очень серьезный, поэтому у нас будет очень серьезный обзор. Вскрываем коробку и поглядим, что у нас тут есть. Приятная на ощупь, не бумага, больше походит на полиэтилен, он и есть на самом деле. И вот такая вот модель. Это переработанная Back to Berkeley, есть очень много вариантов. Но вот один из них давным-давно производят. Модель сама по себе 130 баксов за рубежом. А у нас, знаете, попахивает Джамилько. 12,5-13 тысяч рублей. Но это, конечно, не они тут виноваты. Я даже не знаю, кого здесь винить. Но да, ценник весьма завышенный. Демисезон, зима. Ребят, ну что, давайте поглядим поближе эту модель. Я снимаю при искусственном освещении. Я так не люблю это делать, но больше никак. Все-таки день сократился, и причем намного. А прошлую лампу 250-ваттную я разбомбил при тесте водоотталкивающих пропиток. Если кто не помнит, как это все было. Вы что думаете, Колонил-то победил? Неспроста. Лампу разбомбил, она работала, там как порошок посыпался, и на этот кусочек кожи с Колонилом как раз все и высыпалось. И вот Колонил победил. Радиоактивный кусок кожи отторгал все, тем более воду. Давайте посмотрим, что за модель. Модель очень своеобразная, очень какая-то двоякая, неоднозначная. Вы сейчас поймете почему. Это не ботинки, это не полуботинки, и это не кроссовки. Что-то усредненное между полуботинками и ботинками. До ботинок не дотягивает по высоте. Современные, направленные на молодежь, на мобильную молодежь, на быструю молодежь. Это, знаете, не такой, не TNF. Понимаете, TNF как-то ассоциируется с какой-то высокотехнологичной, супер крутой, дорогой одеждой и обувью. Нет, это обычная какая-то классическая модель, немножко модернизированная, вот вы получаете. Ну и спасибо тому человеку, кто мне ее предоставил мне Леня. Он как раз живет в 2 остановках от меня, и поэтому иногда мне кое-что подгоняет. Я ссылку в описании оставлю на его страницу и на его группу. Там есть вот эта модель и многие другие по весьма демократичным ценам. Не вот по тем, которые вам предлагают интернет-магазины. Так что ему огромное спасибо за модель. Что касается верха, это ноутбук. Посмотрите. Я думаю, ни у кого нет сомнения, да, что это ноутбук. И ноутбук, причем это промасленный ноутбук. Это не кожа. Производитель заверяет, что это кожа. Это просто тупо кожа. Ну какая-то кожа. Когда здесь меняется рисунок, да, это все отчетливо видно. Вот здесь вот сейчас. Глянем, как дела обстоят у этого материала с водой. Для этого капаем каплю и смотрим. Видите, что происходит? Здесь нужна обязательно водоотталкивающая пропитка. Ноутбук промасленный. Вода 100% не просачивается через такой ноутбук, но и при этом не конкретно отталкивается. Обработка водоотталкивающими пропитками здесь просто нужна обязательно. Какие пропитки лучше, посмотрите уже из моего теста. Здесь идет сзади цветоотражатель, вдавленная надпись The North Face, здесь надпись The North Face. Смотрите, здесь синтетика, здесь идет опять же тоже синтетика. Вот это синтетика, то есть здесь нету кожи. Клапан здесь идет. В принципе нормальный, это вам не Nike, который клапан туда уходит, вот вода попадает и он вовнутрь куда-то под подошву. Вообще крутая тема, да, я не знаю, это просто бредятина. Куча петелек я вижу здесь. Видите, что они сделали? Они заклепками вот эту часть прикрепили, то есть чтобы вы понимали, как клапан выглядеть должен и как здесь, вот видите, обратили внимание, теперь как здесь, то есть вот эта часть материала, они, видите, надо его убрать туда вниз, но как бы это не сильно такой дикий косяк, но все равно делают вообще отвратительно все, независимо какой бренд, насколько он крут. И будет у меня в дальнейшем видео, я покажу косяки новой обуви, что творят там. Из 10 пар 2-3 более-менее нормально, остальное все трешак конкретный. Здесь не нужно быть каким-то супер крутым чуваком, суперменом. Посмотрите, какие длиннющие шнурки, а у меня всего 2 петельки осталось. Этот ужас, я думаю, вы увидите потом, когда я зашнурую. Это просто, я не знаю. Другой момент, это я вам по минусам сейчас, что я сам заметил. Видим петельку и здесь петельку, она очень высоко задрана. Для сравнения, чтобы вы понимали, обратите внимание, где петелька и сколько здесь расстояние, как здесь.
То есть вообще в самый верх. Ну чё, вот если вот на последнюю я потом все покажу, куда я потом зашнуровывать буду, ногу себе зашнуровывать, тогда и язычок нужно намного выше делать. Да, это есть. Натуральные материалы, все неплохо, все хорошо, все замечательно. Тройная прострочка, здесь двойная. Бывают люди такие, вот я показываю где-то двойную прострочку, показываю, он говорит: ой, да ты чё, у меня вот четверная прострочка, 4 ряда там. Ну знаете, чем больше вот этих прострочек, по сути, тем хуже. Нужно максимум 2. Плюс проклеивание изнутри вот этой части. Потому что чем больше строчек, тем больше надо проклеивать. Не всегда же проклеивают. В редких случаях проклеивают и вообще не проклеивают. Просто тупо порошили. Мембрана. Гидросил. Сразу по мембране. Вот я никогда не понимал, нахрена здесь нужна мембрана, когда у нас сверху толстенные куски кожи, шероховатой кожи и так далее. Я понимаю, вы вот смотрите, возьмите свою шапку, да, обычную спортивную, текстиль сверху обычный, да, это типа зимняя шапка. Но я вам скажу так, в 0 градусов оно к черту все продувается, если вот 10 метров в секунду ветер, к черту. В минус 15 это капец вообще, просто без капюшона не обойтись. Где нужна мембрана? Вот здесь вот нужна мембрана, потому что мембрана это защита от ветра и защита от воды. Это как раз здесь незаменимо, понимаете? А не когда вот здесь вот вставляют мембрану, чтобы мембрана начала действовать, это нужно было, чтобы вот эта вся часть верхняя вся промокла. Чтобы промочить вот этот материал, это нужно еще постараться. Промасленный ноутбук, вы понимаете, о чем я говорю? Он будет напитываться водой там часами, набухать. До такого состояния вы не доведете. Это нужно в лужах ходить просто часами. А ветер? У вас толстенные куски кожи сверху. Какой ветер? Не нужна здесь мембрана. И поэтому много проблем с воздухопроницаемостью. Люди говорят: у меня ноги, говорит, это потеют дико. Да конечно, а что это вы хотели-то? Мембрана имеет толк только, я говорю, вот в таких шапках, в куртках, где сверху текстиль, в кроссовках, вот которые у меня, допустим, куча кроссовок, Asics, да, Лохары. Сверху посмотрите, там просто открытые участки. Здесь идет каркас. Но это не пластмассовый каркас, изотилвинилацетата. Вот здесь вот промежуточная подошва, это классика. Классика, понимаете, либо классик. Вот обычная Эва, она так с виду мягкая, но она дико дубеет на морозе. Минус 5, минус 10, эта тема вся задубеет. Обратите внимание, какая толщина резины. Просто охренительная толщина, смотрите. Причем это резина Winter Grip, типа там она не замерзает и в холод она типа также эластична. Я бы не сказал, что он какой-то хороший, он такой средний или ниже среднего. Этот тип протектора не дает вам устойчивости на льду, как они там многие обещают. То есть не такой тип протектора должен, чтобы была устойчивость. Да, здесь не будет между забиваться особо что, но нужен, чтобы устойчивость на льду. Вам нужны мелкие детали, всякие мелкие, разнонаправленные, должны быть вставки металлические, должны быть вставки, как вот наждачная бумага, вот я вам сейчас поставляю картинки, вот идет как типа разновидность резины, типа как в виде наждачной бумаги. Да, вот такие вот варианты, они хорошо держат на льду, но вот такие варианты не удержат. Плюс я еще косячок заметил, смотрите, вот здесь вот видите, выемка, вот, видите, палец я могу без проблем сунуть. Вот здесь вот держу, да, сзади опять выемка, а сюда палец я не могу засунуть. А знаете почему? А потому что запрессовывают неправильно. У камеры один глаз, у меня два. Вот эта часть дико завалена. Просто она дико завалена. То есть, когда склеивают, запрессовали вот эту часть очень сильно. То есть, она вот неустойчивая. Конечно, это со временем выпрямляется. Такой косяк на каждой третьей, каждой четвертой паре. На вот этой паре здесь такого нет, здесь вот наоборот немножко сюда, вовнутрь вогнуто, как и должно быть в принципе. Вообще выпуск этот будет такой весьма полезный и весьма базарный, ну понимаете, смотрите. Вот когда я снимаю. Утеплитель идет PrimaLoft. Вот смотрите, PrimaLoft, Thermobell Eco, не знаю, что это означает, PrimaLoft. Но здесь не пишется в граммовке, я вам скажу так, 100 грамм. 100 грамм по граммовке я вам, когда на обзор на Timberland делал, я вам говорил, 100 грамм это до минус 5, до минус 10. Дальше уже все играется носками. Мембрана, утеплитель и плюс вверх слой кожи. Это вообще к черту, это не вентилируется ни в коем разе, потому что мембрана это тупо полиэтилен, то есть пакет,
с микропорами. Вы, понимаете, не мертвецы. Ваша нога потеет намного быстрее, чем это все выводится. Чтобы это выводилось, это нужно, чтобы вентиляция дикая была. По промежуточной подошве проблема была 2 года назад, я же вам говорил, вот эта часть начала отклеиваться. У человека вот где-то, ну, с какой-то стороны, вот где-то вот здесь вот. Потому что здесь такая конструкция идет. Вы, если возьмете кроссовки, сама подошва промежуточная, она, видите, заходит на материал. То есть, а материал, он идет где-то до этой части. Видите, он наверх. И вот эта такая конструкция, она лучше, чем вот тупо вот материал, он загибается туда, и здесь уже промежуточная подошва. И здесь 2 варианта. Либо это косяк производства, то есть не используется отвердитель, неправильно соблюдаются технологии, либо какой-то клей старый, что, конечно, маловероятно, либо просто люди неправильно ухаживают. Здесь никаких ускорений сушек, ничего такого нельзя вообще делать. Давайте поглядим изнутри, какая конструкция. Вот, собственно, белый это и есть наш утеплитель, как Primaloft, так и Thinsulate, искусственный утеплитель, как и Synthepon. Модель, кстати, делается во Вьетнаме. Что мне не нравится? Ну, The North Face такой бренд, а защита просто нулевая. Давайте попробуем IGP, может пробить. Что, он высветит? А что тебе не нравится? А, он не тот код сосканировал. Так, ну давайте посмотрим. Олдур. Угу. Это у нас так вот North Face, да, идет. Америка, да, это понятно. Это где вот центральный офис. Ну, весьма интересно. Интересно. Ну, вот так вот высвечивают. Я здесь ничего не скажу больше. Особенно, когда идет речь о скольжении протектора. Будет ли скользить, не будет. Очень важную роль играет ширина самого протектора и площадь соприкосновения именно этого протектора с поверхностью, по которой вы идете. Обратите внимание на ширину. Здесь не будет это заметно, но если я сделаю вот так вот, приложу, видите, все один в один, только здесь он шире на 1 сантиметр. То есть нижний ботинок и вот здесь вот. Это видите как, насколько. Глянем стельку. Стелька здесь у нас Orfolite. В принципе, неплохой вариант. Как раз вот в этих ячейках заключается тот самый воздух, который уберегает вас от холода. Абсорбирует эта стелька влагу, но потом будет сохнуть долго, и в идеале нужно иметь запасную стельку. Здесь нету никаких поддержек боковых, просто обычная стоковая прямая стелька. Американский размер 8,5. Длину стельки имеем 26,8, 26,9. Я вам скажу так, модель слегка маломерит. Вот вы сейчас поглядите выход из всей этой ситуации со шнурками и с петельками. Видите, что я сделал? Я обратно еще раз продел. И вот теперь более-менее нормально. И вот он сам вид сверху. Что я могу сказать? В принципе, выглядят довольно-таки неплохо. Сгибаются. Смотрите, вообще отлично. Видимого сгиба как такового здесь не будет при должном уходе, так как натуральные материалы, все будет окей долгие годы. Весьма легкие, если сравнивать с их какими-то ботинками. По обтекаемости вообще, вот знаете, просто облегают по всему периметру, поэтому я бы всяко взял на пол размера больше, хотя 8,5 мой стандартный размер, я бы брал всяко здесь 9. Нога здесь. И я не чувствую, что как будто она куда-то заваливается. Нет, в принципе, держится в нейтральном положении. Это радует. И по воздухопроницаемости, так как модель весьма вот по колодке, она вот знаете, везде обтекаемая, не присуща ботинкам. И получается нет пространства. У меня сразу же к материалу все прилегает, и все это будет потеть. Поэтому не должно соприкасаться, чуть-чуть надо брать побольше, чтобы было воздушное пространство. Это ваша защита от холода. Хоть какая-то гарантия, что ноги не будут так сильно потеть. По устойчивости протектора, ну, на линолеуме, в принципе, ну, нормально. Спереди, кто не заметил, здесь у нас идет противоударный конкретный носок. Ну а так в целом ботинки, да, все-таки пусть ботинками будут, весьма неплохие. Но опять же, до 7-8 тысяч можно брать. Ну а там и есть и либо классик, мид версия, и Helly Hansen, вот эти, там есть подобные ботинки, они все похожи, и тоже ценник 8, где-то 9 тысяч. Поэтому говорю, до 8 тысяч можно брать смело при должном уходе. Если будете наблюдать, я думаю, все озвученные минусы
вас как бы обойдут стороной. Но это как я считаю. Оценки вы увидели, все увидели. На этом все. Спасибо за внимание. Смотрим на ногах и до свидания.